это за ящик такой? Слушай, Это это. смотри, вот здесь ствол. Ты видишь, Газаев, сколько масла? Да, вытекает. смотри, да. Смотри, сейчас еще будет течь масло. Я трясу этот предмет. Очень неожиданный. Я такого не ожидал в реке найти. Ключ. Вот это да. Это насколько вообще? Это, я думаю, на 36. Что он такой, блин, классный такой сохран. О, смотри, весь в ранении. Вот, блин, почему такие вещи в ранении? Он в солидоле весь. Вот поэтому. Потому что им пользовались. Не, он вообще класс. И внутри весь нулячий. И что бы вы хотели найти в таком сохране, как этот ключ? Что угодно, но не, Но этот не ключ. Сохран как будто вчера изготовлена. Похоже, Газаев точно набор инструментов. Решили, да, собрать? Да, сейчас под водой помою здесь сразу. Масло Еще в какое. масло. Говорю, перчатки мои. И это, молот Тора. О, Какая не говори. классность. Да, сейчас соберем инструмент. У нас, похоже, наш импровизированный корабль потонет. Ничего. Не должен. Мне кажется, этим лучше чинить телевизор, чем тем Да, ключом. да. И телефоны тоже. Вот можем сегодня починить. Китайцам, извините, что-то говно кого-то прислали на тест. Я кувалдой один раз ударил. Небольшой сигнал. Да? Что, отворачивайся, что небольшой сигнал. О, да это же траки. От кого? От Т-34 ранние. О, они шли смотри, они все в масле. Ну да, Вот что если в речке, так смотри, подняли. ну да. Это ранние траки. Два сразу же. Ага. Сколько они весят вообще? Не знаю вот эти. Кажется, Но они, 100 в принципе, легкие должны быть. Килограмм. Те тяжелее. А они... О. Ты представляешь? Поменять такой в бою. Газаев любит все, что сделано из тяжелого металла. Да. Ты видишь, сколько есть масла вокруг меня? Ага, теперь вижу. Это не просто так. Опа. И это у нас... В дереве была, винтовка Мосина. Она вообще в ранении. Ага. Охренеть. Не, ну это явно не я ее. Да, это они. Ну смотри, она вся Ага, вижу. вся в масле. Посмотри. Смотри, вот здесь ствол. Да. Да, винтовка вся в ранении. В ранении. Как будто только... Масла-то вокруг сколько него. Ну, я провожу как. Гладкая. Да.
Зайв, ты понимаешь, чем это пахнет? Да. Оружием в ранении. Да. Это от нашей винтовки. Приклад. Да, конечно, структура у него в некоторых местах классная, а в некоторых все равно погнила. Вон она. Так. Сейчас, воды. Встала. Это у нас колесо. О, Каток. каток. Что-то маленького. Сейчас, давай. Я бы сказал, 60-ка, 70-ка. От танка, да? Танковый, да. Т-70-80, где-то так. Вот такого танка. Так. Почему-то полурезины только у него. А, осколочная. Похоже. Куска не хватает. Хорошо его раскидала. И это у нас покрышка. От мотоцикла, да? Похоже на мотоциклетку именно. Да. Не современная, нет? Нет, на современную уж точно не похоже. Надпись должна быть. Смотри, где это. Так. 26 на 350. ЛЕ 9 натрия. О, баллон. Надпись. Надпись. Во. Медзелер баллона. Баллон. Медзелер баллон. Интересная покрышка. Советская каска. Без останков. Тоже с попаданием с таким. Пулевая, наверное, может, осколочная. Это что такое, Михаил? Слушай, Это какая-то это. я бы сказал, что это рычаг. Ну, да. Нижний или верхний. Да. А может, с техники с какой? Да, с телеги вот какой-нибудь, нет? Не, какая телега? Ты что? Вот это по-любому Ну это шарнир. шарнирная. То есть это вот рычаг, а это должна стоять вот так вот. И в ней, к ней уже крепится супруг колеса. Хотя, может, я и ошибаюсь. Ялаев, тут опять по твоей тематике. Да что это по моей тематике? Опа! Вы только не думайте по моей тематике сказать, медвежатник, что ли? Металлолом. А, ну ладно, я думал Ну, сказать. вообще, да, я думаю, это. Уже столько фомок с собой нашел. Да. За этот поход. Ну такая жесткая. Это. Да. Ну Больше тут, монтировка, наверное. скорее всего, для этого. Танковая, скорее всего. Это у нас ящик. О, нет, канистра. Масленка. О, Была канистра. когда-то. Дырявая. Ну, старая. Да, видно, что старая. Оцинкованная или никелированная, что-то такое. Горлышко покажи, пожалуйста. Вот такой вот. Надо же еще так делать, да? Выгибать. Это же еще пайная. Ну да. Да, раньше умели делать. А это у нас Перенос какая-то. Для, по 3 снаряда. Только алюминиевая почему-то.
Слушай, а это скорее куда-нибудь крепилась, наверное, не переноска. На селишь. Еще. Вкладка может быть какая-то. Да, да, посмотри, еще видишь, она складывалась. Видишь, там петли. Ну это крышка. А, крышка, думаешь, да? Крышка, это видишь, вот отсюда гильз доставать. Ага. Ну вот, а знаешь, что я не вижу? Что вообще намек на стенки. То есть не приклеплено ничего не было. Не отставлялась куда. Может, Еще, реально еще вкладка? стенка задняя была, может. Нет, не было. Не видно ничего такого. Здесь вот резинки. А единственная ручка, вот это вот. По длине, слушай, и по диаметру, слушай, похоже полтинник. 50-миллиметровая. Ну, скорее всего. Может быть 75-й, конечно, но, блин, для 75-х коротко. Все больше и больше газаев вещей солдатских таких. Сейчас и котелок нашли. Сейчас надо Котелок железный. все дно сейчас будем проверять. Чувствует мое сердце. Не факт, что это вещи отдельно тут лежат. Ну, как мы говорили, всегда железная река это не только Железная. железо. Мы находим солдат часто здесь. Не всегда это в кадр влезает. Вот такой котелок. Граната РГД-33. Ого, в тебе какая они. В любой момент может. Ты что там руками тянешься к этому переключателю? Наступление шел. Полностью родной краски. С завода. Слушай, попадание. Мята какая-то. Как с завода. Да. Ты проверял хоть там насчет? Я боюсь. Да. Ага. Не бойся. Заев, похоже, что наши с тобой предположения подтверждаются в точности. Солдат у нас здесь. Да. Недаром были вещи все-таки, да? О, пошли ногами, подожди. Оп. Да, он здесь весь, наверное. Ну да. Дальше идут ноги, смотри. Ага. Какой Он был, в да? линии получается. Мгм. Все. Там будет, здесь надо будет все Перебирать. перебирать. Бригаду переборщиков по рации навязать. Ну ладно, да. Что тут? Все понятно теперь. Ну да, и каска, Да. котелок, винтовка, весь комплект. Что такое? И что это такое? Пила какая-то дисковая. Двухдисковая. Да. Как в фильме каком-то. Только распиловка, только хардкор. Сельхозка, наверное, какая-нибудь. Ну да. О, можешь попить. Даже. Поилка. Да. Шлем Дарта Вейдера. О, да, точно. Ну-ка. Поилка для коров. Попить. Нет, я просто... Взрыватель от 75 либо от соточки немецкий. Что это за ящик такой? Слушай, это для этих самых паков или для чего-то такого? Думаешь? Для каких-то снарядиков? Да. Или паки, Это, или... скорее всего,
Или 40... Нет, подожди, это Мне больше немецкий. ящик зипа напоминает. Инструмента. Не, паки другие. Но от каких-то снарядиков, я помню, Ты такое. знаешь, это сам, а мы с Сержаном такой же находили, не 45-й, не может быть, нет. Похоже, 45, но это явно какой-то немецкий. Не, маленький. Нет, нет, это не 40. То ли 37. Ну, не знаю, ладно. Но он да. пустой. Это так, коза его думаю. О, вот Как его помяло-то? Ага. Держим, держим. Да. Все. 76-я гильза. Точно. Тоже там, да? Да, 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 потому что как раз траки 3476 ранние. Какой год, Юра? 36-й год. Ну вот. А капсуль железный? Железный капсуль? Конечно, как же еще будет. Нет. Нам всегда везет. Да. А так. Почему-то в воде они желтые, да? Вот на глубоко, когда. Видимо, кто винтовки Мосина, а может другой штык. Ну, да. Это неплохой ведь. Да. Ну, уже с кнопкой, да? Да. Кстати, Ты что, 16 век, что ли, уже копать начал? что это такое? Я тоже говорю, какое это что-то оборонительное такое. Это не оборонитель, это пытки какие-то. Ну да, инквизиция уже. Инквизиция, да. Возможно, это какая-то шестеренка. А, это может колесо вот это самое. А сельхозтехника. Может быть, все может быть. Здесь, правда, какие-то зубья очень странные. Да нет, больно тяжело для сельхозтехники такую делать, а? Подожди, а в танке такого ничего Я не знаю, да, нет. Это колесо какое-то было. Может быть, может быть. Опаньки, противогаз, да? Угу. Какой огромный. Ничего себе, да. Да он странный какой-то. Что-то с ним не то. Смотри, какой размер. Неестественный. Циферки никакие. При этом размер 2. Странно. Почему он такой гигантский? Ну да. Ось, а что там такая за трубка какая-то? Угу. Вот, Ну, протирать. это чтобы не запотевали стекла. Когда ты вдыхаешь, чтобы воздух сначала шел на стекла, а потом Ясно. огромный. Вот этот, а это тоже от него же. Думаешь? Да. Тоже от танка. Угу. Да. Я даже могу сказать, что примерно. Сейчас я посмотрю. Что же это? Ну что-то от танка. Типа крыла. Ну, больно толсто для. А? Ну для крыла толстое. Ну что-то да. А может и. Это у нас малосаперная лопатка. Так, да? Правильно? Мгм. Возможно, и царская. Клепанная. Хорошее состояние, на самом деле.
Видишь, масло проступает. Ну, дерево, конечно, сохранилось, но будет как губка, Дерево наверное, да? плохое. Смотрите, Газаев! О, Какая громадная штука. 100 Да. миллиметров это. а точнее, пожалуйста. Немец 100 миллиметров. А еще точнее. А что еще точнее? 105. Ой, как 105. Я так думаю, нет? наша машина. Опаньки. А это у нас А это подсумок ППШ. был, да? Ну, правда, диск пустой. Судя по всему. Он приклеился намертво к нему теперь. Это что такое? Это демпфер задний. Мгм. Это возвратная пружина. Была. Это ребята, похоже, что то ли немец, по-моему, это то ли итальянец, то ли француз с латунным взрывателем. 75 миллиметров. Это, думаешь, итальянец, да? Ну, итальянец, да, скорее всего. Либо немецкий, ну, латунных я таких не помню. У них вообще большой нос на 75 миллиметров. Здесь, конечно, есть переходник вот сюда. Но вообще, мне кажется, это Италия. О, мама мия! Каска. Угу. Какая? Советская. Советская шестиклепка. Или трех. Ну, шестерка. Шестиклеп. Ага. Ну, блин, да. В краске. Родная еще. А это попадание. Вымето наружу. Не повезло кому-то. Вот. И ящичек. Не, половинка. Половинка, да? Блин, красиво, а почему не целый? Ну да. Еще он целый. Целый. Да не весь. Мгм. 80 миллиметров минометки. Немецкий. Опаньки. Алюминиевый сигнал. Вот это да. Наверное, звенело. А там рыбы нету? Я сначала думал, что это покрышка. Трогаю. Ну, он покрышка попрыгал, промялась, думаю, не покрышка. Зря попрыгал. Я еще потом Красиво. начал ощупывать, думаю, это этот самый пучок медной проволоки. А ты знаешь, Вот, мне кажется, Газаев что это? обрадуется. Мне кажется, что это в войну делали. Думаешь? Да. Как вы на это думаете? Ну, ловушка классная, кто-то заморочился, капец. М? Не, это рыба. Да, Рыба. Рыба? Можно в наш пруд закинуть. А может даже раки. Да, Да, кстати, мы тут щуку чуть не поймали. молодцы. А тут сам плотину кто-то какая-то собака Медь разобрала. все-таки была. А медь все-таки была. Не знаю, мне Газаев говорит, давай, говорит, разберем плотину. Там, Миш сказал сразу же, потом вода пройдет. Ну, у тебя сначала увеличится, а потом уменьшится. Потом это через сколько? Ну, в 2 раза больше, чем... Нет, понимаешь, если был бы разговор про реку без озер, Да как кто ж знал? я